Есть ли жизнь под землей или нет? На этот вопрос нет однозначного ответа. Но недавно найденная подземная карта нашей планеты, которая составлена около 5 миллионов лет назад, стала подтверждением версии существования высокотехнологических цивилизаций, которые до сих пор живут глубоко под землей. Слухи о существовании подземной цивилизации существуют очень давно, и появились они в середине 20 века, благодаря исследователям-любителям. Загадочные подземные города и многокилометровые туннели, имеющие явно искусственное происхождение, обнаруживаются по всему миру, от Алтая до Турции и Южной Америки. Тайную НЛО-уфологи также связывают с подземным миром, так как очень часто очевидцы НЛО наблюдали их появление из-под земли или из водных глубин. Долгое время свидетельством существования таинственного подземного мира, обладающего недоступными нам технологиями, не придавали никакого значения, но совсем недавно ученые согласились и подтвердили эту догадку. Исследование НАСА совместно с французскими учеными позволило обнаружить под толщей Земли гигантскую сеть тоннелей и подземных галерей, простирающихся по всему миру: на Алтае, Урале, в Пермской области, в горах Тянь-Шань, на границе Китая и Киргизии, в пустыне Сахара и Южной Америки. Причем речь идет не об археологических находках городов, когда-то существовавших на поверхности Земли, а именно о подземных тоннелях и сооружениях. Как были воздвигнуты эти постройки, ученым пока неизвестно, но вполне очевидно, что речь идет о технологиях, которые пока неизвестны человечеству. Исследователь из Польши Ян Паинг утверждает, что вся Земля буквально пронизана огромной сетью тоннелей, у которых есть одно общее отличительное свойство. Их края настолько гладкие и ровные, что напоминают стекло, но при этом они сделаны из горной породы и невероятно прочны. Ян Паинг приводит также свидетельство шахтера, который поведал ему, что как-то однажды при прокладке шахты они наткнулись на целых 2 подобных тоннеля, но по приказу начальства они были вынуждены их быстро забетонировать. Ян Паинг считает, что туннели проходят не только по суше, но и под водой, морями и океанами, связывая все континенты между собой в одну единую сеть. Такие тоннели обнаружены в Эквадоре, Южной Австралии, США, Новой Зеландии. К ним обычно ведут вертикальные колодцы, глубиной до нескольких сотен метров, имеющих такую же оплавленную поверхность, как и сами туннели. Колодцы, как и туннели, обнаруживаются на разных континентах. Металлическая библиотека в Эквадоре, например. В Южной Америке исследованием загадочных туннелей занимался этнолог из Аргентины Хуан Морец. Впервые он изучил и даже нанес на карту систему туннелей, обнаруженных в провинции Марона-Сантьяго. Вход под землю прорублен в скале и ведет вниз на глубину 240 метров. На разных уровнях есть площадки, от которых отходят строго прямоугольные тоннели, поворачивающие под прямыми углами. В целом их протяженность сотни километров, и они похожи на запутанный лабиринт. В стенах обычно имеются вентиляционные отверстия, которые работают до сих пор и располагаются строго периодично. Поверхность стен и потолков гладкая, как будто отшлифованная. Иногда туннели переходят в гигантские залы, в одном из которых обнаружили мебель. Эта мебель была сделана из материала, напоминавшего чем-то пластик. Это было что-то вроде трона и 7 стульев. Помимо этого, были обнаружены золотые фигурки животных, металлические пластины, на некоторых из них были изображены астрономические символы и космические путешествия. Морец также утверждал, что обнаружил в одном из залов огромную металлическую библиотеку. В 1976 году состоялась совместная эквадоро-британская экспедиция в эти подземелья, но никаких находок не было обнаружено, не была найдена и сама библиотека. Единственное, что было обнаружено, это захоронение, датированное 1500 годом до нашей эры. Предполагаю, что Морец по каким-то причинам сознательно отвел участников экспедиции не туда. Эрих фон Денекен, швейцарский писатель и кинорежиссер, уфолог, автор знаменитой книги «Колесница богов», утверждал, что видел в эквадорских подземных тоннелях гигантскую библиотеку с металлическими книгами.
Вход в это подземелье располагается в пещере Куаве де лас Теяс, которая была обнаружена во время экспедиции в 1969 году. Денекин вслед за Морицем утверждает, что подземный мир простирается по всему земному шару, а библиотека находится там, где сейчас проживают дикие индейские племена. Однако во всей этой истории между Морицем и Денекином, которые якобы видели эту библиотеку, существует много противоречий и странностей. Денекин утверждает, что вход в библиотеку ему показал Мориц, тогда как сам Мориц это отрицал. В своем интервью в 1973 году Мориц утверждал, что вход в туннели охраняется индейским племенем. В связи с этим существует множество догадок и предположений о том, что Мориц был связан неким обетом молчания за право доступа в подземный мир. Первоначально Морицу вход в подземный мир показал некий Петронио Джарамилла, который путешествовал туда вместе со своим отцом еще в середине 20 века. Тайну этих тоннелей ему доверили индейцы, с которыми дружил его отец. Эти рассказы превосходили все самые смелые ожидания. Вынести металлические книги из пещеры Джарамилла так и не смог, так как, по его словам, они были слишком тяжелые. Фотографий и зарисовок он не делал, а в 90-е годы был загадочно убит. В Волгоградской и Саратовских областях располагается известная аномальная зона – цепь старых холмов под названием Медведицкая гряда. Об этом месте среди уфологов и местных жителей ходит множество слухов. Здесь много раз фиксировали появление НЛО и шаровые молнии. Один из таких слухов как раз связан с подземными тоннелями, которые по описанию очень похожи на эквадорские тоннели. Абсолютно прямые пещеры, гладкие стены, большие размеры, диаметром до 20 метров. Об этом рассказывают местные старожилы. В 1980-х годах в районе Медведицкой гряды исчез целый пруд, и его так и не смогли заново наполнить из-за того, что вода уходила куда-то под землю. Долгое время вход в подземелье не могли найти, как ни старались. Наконец-то удача улыбнулась исследователям. В итоге они составили подробные карты подземных туннелей в районе Медведицкой гряды. Тоннели имели овальную или круглую форму, были идеально прямыми, расширялись и переходили в большие залы, из которых разветвлялись на несколько направлений. В Крыму спелеологи под горным массивом Айпетри нашли огромное пустое пространство. Также были обнаружены туннели между Крымом и Кавказом. На Кавказе уфологи подтвердили, что напротив горы Арус существуют туннели, которые ведут в Крым и тянутся до самого Поволжья. Помимо этого, на Кавказе, под Геленджиком, ученые исследовали длинный колодец глубиной около 100 метров, ведущий под землю. Стены туннеля гладкие, ровные. Ученые пришли к выводу, что они подверглись одновременно термической и механической обработке, природа которой нам неизвестна. В шахте была зафиксирована сильная радиация. Оказывается, об этих туннелях хорошо знали во времена СССР, но тогда информация о них была строго засекречена. В 90-е годы одна из научных работниц, которая участвовала в строительстве туннеля через Татарский пролив к острову Сахалин, рассказала, что туннель не столько строили, сколько восстанавливали старый, который там давно существовал. Этот туннель был очень древним и был построен очень грамотно, с учетом хороших геологических знаний данного района. В нем были найдены странные механизмы и другие не менее интересные и необычные находки, которые сразу же исчезли в недрах спецслужб. На границе Словакии и Польши существует горная гряда Татры-Бескиды. Одна из здешних гор, Бабья гора, высотой 1725 метров. У местных жителей она имеет специфическую славу. Местные жители рассказывают о тоннелях, которые начинаются в этой горе. Как вы уже догадались, описание этих тоннелей совпадает с описанием эквадорских и крымских подземных ходов. Большой диаметр, гладкие отшлифованные стены, которые практически блестят, строго прямое направление, просторные залы, которые разветвляются дальше на несколько туннелей. Как утверждает местный житель по имени Винсент, который путешествовал по этим тоннелям со своим отцом, они ведут в разные страны – в Германию, Англию, Россию и Америку. Исследователи сходятся во мнении, что под землей существует целая единая сеть тоннелей,
которая проходит в том числе под океанами и соединяет вместе все континенты. Эти туннели имеют настолько большой диаметр, что там спокойно может проехать поезд. Возможно, здесь находится некая подземная цивилизация, которая, возможно, жила на нашей планете до нас. Не исключено, что ее представители живут там до сих пор. Дам вам небольшой совет, который, скорее всего, когда-нибудь спасет вам вашу жизнь. Если вы находитесь в узкой пещере или в туннеле, который выглядит подобно искусственной шахте, и чем глубже вы идете, тем более гладкими становятся стены, если чувствуете необычный теплый воздух, струящийся из глубины, или если слышите звук струящегося воздуха, или находите вокруг странного вида искусственные предметы, похожие на некие механизмы, еще если вы вдруг наткнулись на стену с дверью, сделанную из серого металла, где-нибудь глубоко в пещере, конечно, вы могли бы попробовать открыть эту дверь, но я сильно сомневаюсь, что вам удастся это сделать. Если вы попали под землей в обычного вида техническую комнату с системами вентиляции и некими подъемниками, уходящими в глубину, тогда это, скорее всего, и есть тот самый вход в подземный мир. Если вы каким-то образом все же достигли этого места, вы должны осознавать, что жители подземелья теперь точно знают ваше местонахождение, знают о вашем присутствии на их территории. Вы теперь находитесь в очень большой опасности. Если вдруг вы попали в почти идеальную круглую комнату, советую вам поискать на стенах какой-нибудь древний символ рептилий. Если вам не удалось найти никаких символов, или что еще хуже, вам удалось найти другие неизвестные вам символы, вы теперь находитесь в еще большей опасности. О чем вообще вы думали, когда шли сюда? Под землей, как известно, живут рептилии, но не все подземные сооружения принадлежат им. В основном это новые туннельные системы, которые используются другими инопланетными расами, включая, конечно же, и враждебные. Вот вам мой совет. Запомните его хорошенько. Если вы все же решились лезть на чужую территорию глубоко под землю, если вдруг путешествие под землей вы оказались в довольно странном месте, не похожем на обычные знакомые вам природные пещеры, сложно точно описать, но вы сразу все поймете, когда увидите их. Бегите оттуда со всех ног, обратно на поверхность с такой скоростью, на которую только способны, не оборачиваясь. Если вам все же повезет и вы выберетесь на поверхность, никогда больше не возвращайтесь обратно. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.